Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Эзотерика для тебя. Друзья, мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня в этом видео мы с вами уделим внимание народным приметам на 14 декабря. В этом видео поговорим о церковном календаре, поговорим о народном календаре, поговорим о том, что можно и чего категорически нельзя делать в этот день по народным приметам, суевериям и традициям. Давайте вместе с вами, друзья, более подробно будем во всем этом разбираться. Итак, 14 декабря почитается память святого Наума. Это один из 12 малых пророков. Родился он в селении Елкоша, расположенном в Северном Израиле. О святом Науме не сохранилось много информации, но из библейских книг можно узнать, что он является одним из 12 малых пророков. Родился Наум в VII веке и большой известностью пользуется написанная им ветхозаветная книга, которая вошла в Священное Писание. В ней он предсказал гибель одного из ассирийских городов Ниневии. Причиной падения Наум указал творящееся там беззаконие, оскорбление Иеговы царем Сенахеримом и разрушение царства израильского. Когда же пророчество исполнилось в полной мере, его имя стали ассоциировать с умом. На Руси пророк Наум считался покровителем учащихся, за то, что его и прозвали еще и грамотником в азбуковниках и прописях XVIII века можно даже было встретить молитву, которая была обращенная к святому Науму. Также в этот день православная церковь чтит память святых праведного Филарета Милостивого и мученика Анании Персианина. Также обращаем вас внимание, что продолжается у нас с вами рождественский пост. Верующий не употребляет пищу животного происхождения, к которым относятся не только мясо, но также рыба, молоко и яйца. И также обращаем ваше особое внимание, что если вы не придерживаетесь рождественского поста, не расстраивайтесь. Попробуйте хотя бы для начала поддержать пост одну неделю. Не получается одну неделю, хотя бы тогда в неделю 2 дня. Вы должны сами научить и понять, подходит вам это или нет. Ну а если вы болеете или вы носите малыша, то в таком случае вам нельзя придерживаться поста, по крайней мере, если вам врач это не запрещает. Также обращаем ваше внимание, что в народном календаре этот день был связан с обретением знаний и мудрости. Поэтому в народном календаре этот день назвали как Наум Грамотник, Наумов день или День просветления ума. И считали, что именно этот святой покровительствует учащимся. И обращаем ваше внимание, что в этот день, именно 14 декабря, наши предки отправляли на учебу детей не 1 сентября, как мы сейчас это все с вами делаем, а на Наума 14 декабря, когда уже в деревне было не очень много дел. Потому что крестьянские дети раньше наравне с взрослыми работали и на огородах, и в полях, поэтому родители и не могли позволить им в горячую для деревень пору отправиться на учебу. В давние времена ребенка, идущего на учебу, провожали особенным образом, и вы знаете, это был прямо целый ритуал. На рассвете вся семья школьника шла в храм, где проходила в этот день праздничная служба, которую нужно было обязательно отстоять. Потом ученик подходил к иконе святого Наума и просил у него помочь в учебе, а после отправлялся к святому отцу за благословением. Родители оставляли в храме посильное пожертвование и шли вместе с ребенком домой, чтобы встретить за накрытым столом учителя. Обычно его роль выполнял диакон или другой священнослужитель. Ученик трижды кланялся своему преподавателю и получал от него троекратные несильные удары плетью, после чего его мама обязательно плакала, чтобы никто не сказал, что она бессердечная. Затем она вручала ученику, предварительно усадив за стол костяную указку,
И начиналось, соответственно, первое занятие. Преподаватель открывал азбуку, и мать ревела сильнее прежнего, при этом еще и причитала. Изучение первой страницы азбуки проходило в доме ученика под причитание и плач матери. После окончания урока наставнику дарили каравай и полотенца, в которые были обернуты деньги за его услуги. В селах занятия часто оплачивались едой. Там могло быть горшок с кашей, это могли быть яйца и даже могли быть живые куры. На следующий день уже сам ученик отправлялся в школу или в дом учителя для занятий с подарком. Отголосок этой традиции – букеты для учителей в качестве подарка мы все с вами несем на 1 сентября. И часто ради обучения требовалось покинуть отчий дом и отправиться в иногороднее учебное заведение. В этом случае мать, провожая ребенка, снова должна была громко причитать и плакать, чтобы показать материнские чувства всей округе. В старину знания вбивались в нерадивые головы учеников розгами, так что рыдания часто были действительно искренними. Также обращаем ваше внимание, что сейчас, конечно же, мы такого с вами не увидим, но тогда, если ребенок, а потом уже взрослый человек умел читать, считать, писать, это человек был на вес золота, потому что в те далекие времена не все наши предки могли читать, писать и считать, поэтому для наших предков это имело очень важное значение, и наши предки, особенно те, кто жили в селах, в деревнях, старались, чтобы их дети обязательно пошли в школу, хотя бы первые несколько классов, чтобы они были именно умными, образованными. Конечно, вы знаете, что с того времени, далекого времени, очень много чего изменилось. И сегодня нет такого понятия, что все занимаются сельским хозяйством. Сейчас в больших крупных городах у нас с вами квартиры, у кого-то дома, и учеба вообще воспринимается по-другому. Но знайте, что учение – это свет, поэтому обязательно старайтесь сделать так, чтобы ваши дети и ваши внуки получали образование, в том числе и высшее, потому что когда вы в чем-то разбираетесь, когда вы знаете, с вами даже интересно общаться, а когда человек необразованный, который даже не умеет правильно написать и сформулировать свое предложение, конечно же, с ним неинтересно общаться. Также заставляйте, вот именно заставляйте, потому что сейчас с вами такой вот современный мир, где все идет через социальные сети, все идет через планшеты, телефоны. Старайтесь, чтобы ваши дети читали классику. Возможно, им это может не нравиться, но все же заставляйте не рецензии читать, а именно сами книги, потому что это дорогого стоит. Пройдет время, и ваши дети, ваши внуки обязательно вам скажут спасибо. Конечно же, взрослые сегодня очень сильно заняты зарабатыванием денег, но помните о том, что вы будете делать через 10-15 лет, когда ваши дети вырастут и будут не знать, что им делать. Вы видите сейчас, как время меняется, и то, что раньше было непонятным или смеялись над чем-то, то сейчас это уважаемые люди. Поэтому думайте, образованный человек – это всегда плюс. Хорошо знать, конечно же, несколько языков. Вы видите, мир меняется, и в ближайшие десятилетия языками, которые нужно знать, это будет русский, это будет китайский язык, это будет арабский язык, ну и, конечно же, английский язык. Вот 4 языка, которые в мире будут считаться важными. Конечно же, китайский, арабский – это достаточно сложные языки, по крайней мере, китайский, вы знаете, там иероглифы, да, которых нужно знать, хотя бы 3000 иероглифов знать, и тогда у вас уже, как говорится, процесс двинется. Ну, а в арабском языке вы знаете о том, что если мы пишем с вами слева направо, то в арабском то все наоборот. Плюс в арабском языке, если кто обращал внимание, каждая буква имеет 3 звука. То есть каждая буква имеет еще 3 звука. Обратите на это внимание. То есть в зависимости еще от того, где она находится, в начале, в середине или в конце.
Поэтому, если есть возможность, занимайтесь с детьми, отдавайте их на языке, отдавайте их на учебу. Кроме того, в этот день, когда-то 14 декабря, выпадал на День учителя. И на Руси эта профессия считалась очень важной и даже солидной. Стать педагогом мог только человек с особыми способностями. Также в этот день наши предки молились святому, чтобы он научил уму-разуму. Святой Наум наставлял не только учеников, но и сомневающихся в своих действиях перед важным событием. Поэтому неуверенный в себе или в своем решении человек вставал у иконы Наума и шепотом рассказывал ему о причинах своих сомнений, а после проговаривал такие слова: «Наум, подсоби, умное решение подскажи». Трижды крестился и проводил остаток дня в одиночестве, ни с кем не разговаривая. Также не мылся и не расчесывался. А когда ложился спать, еще раз просил помощи у святого. После такого ритуала утром обязательно приходило верное решение. Также 14 декабря рекомендуется совершать различные добрые дела. В Наумов день было принято подавать милостыню нищим, раздавать хлеб и другие продукты нуждающимся, оказывать посильную помощь вдовам и сиротам. Поэтому, если вы хотите наставить на кого-то на ум, научить мудрости жизни, то именно 14 декабря – это день, который подходит, и Наум поможет в этом благородном деле. Возможно, вам стоит задуматься о продолжении обучения, например, о повышении квалификации, изучении новой профессии, расширении своей деятельности, записи на курсы и прочее. Хорошо в этот день купить книгу, пособие, а также оплатить учебу, приобрести товары в школу или институт. От других покупок лучше отказаться. Также наши предки в этот день смотрели на погоду. Если дул ветер северный, то говорило о том, что грядет сильное похолодание. Если звезды на небе переливаются, то будет вьюга. Ну а собачий лай слышно глухо к снегопаду. Облако против ветра плывут к похолоданию. Если 14 декабря месяц в рукавицах, то ударит мороз, а если на спинке лежит, то к потеплению. Именины 14 декабря празднуют Антон, Дмитрий, Наум и Ананий. Человек, рожденный 14 декабря по знаку зодиака Стрелец. Он может стать талантливым преподавателем. В качестве талисмана ему подходит халцедон. Этот камень обеспечивает материальное благополучие, защищает от стихийных бедствий, помогает наладить семейную жизнь. В ночь на 14 декабря могут сниться вещи и сны. Их стоит запоминать, хотя иногда они бывают пугающими, но даже такие сновидения несут информацию и предупреждают о поджидающих опасностях, проблемах в семье. Но не стоит буквально трактовать все увиденные образы. Не забывайте, что наше подсознание может очень гиперболизировать любые картинки и события. И самый безобидный котенок во сне может превратиться в ужасного тигра. Что же нужно было делать в этот день? Ну, конечно же, на Руси считалось, что Наум покровительствует в учении, поэтому перед первым в году уроком вся семья шла в церковь. Вы тоже можете в этот день отправиться в церковь, помолиться святому Науму и попросить вас направить на путь истинный. Теперь давайте поговорим о том, что нельзя было делать в день Наума. Итак, народные приметы говорят нам о том, что в день Наума грамотника комплименты насчет выдающихся способностей, умений и достижений или блестящего ума нельзя было этого делать. Согласно поверьям, если нарушить данный запрет, у человека могут возникнуть провалы в памяти и проблемы в работе и в учебе. Также нельзя 14 декабря во время еды читать книгу или учить уроки. Так можно заесть все, что выучил или прочитал человек. Кстати, эта привычка принимать пищу и читать и в обычный день может принести неприятности, так как считается, что пища для желудка и пища для ума несовместимы и даже вредят друг другу. Еда плохо усваивается, начинается боли в животе, икота, тошнота, также ухудшается память. Тяжело запомнить то, что раньше не доставляло никаких трудностей. В день
ума грамотника нельзя и оставлять книгу открытой. Тот, кто не послушается этой приметы, все прочитанное забудет. Нечистый начнет читать и из головы человека забирать. Ни в коем случае нельзя 14 декабря смотреть и в глаза нищему, которому подается милостыня, иначе вскоре сам дающий окажется на его месте и придется жить в долг и впроголодь. Не рекомендуется в день Наума выходить на улицу и в темное время суток в одиночестве, поскольку темные силы могут околдовать и память забрать. Если же все-таки приходится идти одному, то надо приколоть себе на одежду булавку, которая не даст нечисти довести до беспамятства. 14 декабря не следует после важной конференции, коммерческих переговоров или любовного признания смотреться в зеркало, так как тогда все сказанное будет пустым. Ну а чтобы этого не произошло, нужно завязать на себе узел, например, из шейного платка, пояса, шнурка или вовсе просто взять нитку и связать ее в виде узелка, а потом положить в карман. Проходя мимо зеркала, можно в его сторону трижды плюнуть. Также сегодня нельзя рассказывать о каких-либо успехах в учебе, иначе вскоре начнется полоса невезения. Вот такой, друзья, у нас с вами день 14 декабря по народным приметам и по церковному календарю. С вами, как всегда, был канал Эзотерика для тебя. Подписывайтесь, друзья, ставьте лайк этому видео. Ну а прямо сейчас на экране видите два всплывающих окна. Это следующие рекомендованные видео для вас. Нажимайте на то видео, которое вам на интуитивном уровне понравилось больше, и смотрите. Всех вам мыслимых и немыслимых благ!